каким чувством ты приехал из Австралии? Чувство чего? Чувство. С говняным чувством. С говняным? Да. Ну, плюс и уставший, и такой, как, знаешь, и осадок остался после поездки не очень хороший. Ну, расскажи по пунктам, чем ты недоволен, что не получилось? Либо все не получилось? Ну, как бы выступление, это то, что как бы, ну, не зашло-то, как бы фиг с ним. Хотя нифига не фиг с ним. Я чисто туда как бы ехал в первую очередь, именно показать результат хороший. Потому что форма была реально очень хорошая. Я думаю, все и так это поняли. Вот. Но вместо... Сколько ты готовился к этим соревнованиям? Был какой-то конкретный промежуток времени? Не, ну по идее, ну я как боссом начал готовиться. Вот, то есть по идее, как бы боссы проходящие соревнования, и тут, получается, дальше уже доводишь форму. То есть тонну 66 и собрал как бы так, мимоходом? Получилось, да. Ну хорошо, но к боссам ты готовился сколько тогда? Да, боссом я готовился, у меня там с этими тоже там проблемы были из-за бинтов, то, что пережимал ногу, там не мог приседать в бинтах. Вот, потом, когда уже после боссов я приехал, заболел, потом уже вторую ногу также себе бинтом травмировал. То есть все складывалось удачно, в принципе, Да, все как обычно, да. Не, я просто как бы знал, что все нормально, потому что когда я заболел, например, мне этот отдых просто был необходим на самом деле. Вот, я как бы чувствовал, что мне нужно отдохнуть. Вот. И тут просто как бы приболел, и пришлось, соответственно, всю неделю пропустить тренировок. И мне как бы это на пользу пошло. Я как бы и знал, что мне это надо было, и как бы, и, как показала практика, реально на пользу. Ну, соответственно, ты хотел в Австралии собрать больше, чем тонну 66, возможно, тонну 67. 66 500. Улучшить результат. Или Алексеева. Тонны 70 получается для тебя не результат. Ну, это, считай, первые подходы, грубо говоря, получились. Получается, первый подход присед, первый подход тяга и второй подход жима. Вот. Что было по плану, ты не расскажешь опять, да? Ну, за присед и жим могу сказать. Ну-ка. Ну и, в принципе, за тягу там тоже было все как бы понятно, потому что все видели как бы заявочные веса. Вот, то, что в приседе у меня был присед заявочный 420, и по плану у меня было сработать два подхода. Вот, 420, 455. Почему два? Ну, потому что я мотался сам, вот, и мне было бы проще как бы два подхода еще напрячься, вот, и отдыхать уже дальше к жиму и к тяге. Изначально, когда стал разговаривать с организатором, когда меня только встретили в аэропорту, я говорю, а кто первый будет выходить, типа девчонки или мы? Он сказал, будут девушки выходить первые, а потом, говорит, вы будете выходить. Я говорю, просто говорю, нам было бы проще, потому что, ну, чтобы рассчитывать как раз к определенному времени выхода на помост свою разминку. То есть ты, например, знаешь, что тебе выходить в 11, да, то есть ты начинаешь там разминаться там, за полтора часа, там, за час 15, там, то есть то, как привык. Ну, вот. А тут просто как бы ты же не знаешь, сколько они там будут идти по времени. Могут идти дольше, могут идти меньше. То есть, ну, вот. И когда девчонки отстрелялись, и он сказал, короче, говорит, там девочки закончат, потом будет вам типа монолифт менять. И мы в любом случае как бы у всех спросим, успели ли все размяться. Вот. И как все разомнутся, мы, соответственно, начнем. Вот. И тут девчонки закончились, ассистенты пошли менять монолифт, я подхожу к организаторам, спрашиваю, сколько еще времени до выхода на помост, потому что мне как бы в теории нужно еще один сделать подход разминочный на 385. Вот. И он говорит, у тебя еще 15 минут в принципе есть. Я говорю, ну окей. Вот. То есть проходит 2 минуты, я начинаю мотаться. Вот. Тут, соответственно, мотался быстро. Ну, короче, получается, после того, как я спросил, через 5 минут я уже сделал подход разминочный. И проходит 1 минута и вызывает уже первого, получается, человека на помост. Вот. И дальше все пошло не по плану. То есть, по сути дела, если мне сказали, что вот через 5 минут пойдут, я бы этот подход бы не делал бы на разминке. Я просто бы сделал, не 2 подхода, а 3 подхода бы на помосте. И первый подход был бы, получается, эти 385 разминочные. И вот так бы просто шел бы 85, 20, там, 55. Сколько подходов в приседе ты обычно делаешь до выхода на помост? 6-7? По разминке? Ну, там всегда по-разному бывает. В зависимости, опять же, от формы. И бывает там шаги поменьше. Как мы с тобой уже обсуждали, начинаешь с 60, с 80. С 80, там, 80, 130, 180, 225. Ну, я вот так начну. Плюс 50 найдешь?
Ну, полтинниками, потом, да, потом через 40, потом там через 35. Ну, как бы через 40 я могу шагать прям как бы до упора, для меня комфортно, в принципе. Вот ты говоришь, что ты наматывал сам себя, а вешал диски тоже сам? Нет, там мне помогали. Помогали. Да, то есть я через своего товарища, через Артура Белоуса нашел помощника, точнее он мне нашел, вот, и, соответственно, вот он мне помогал, там местный парень. Получается, я сделал разминочный подход, а я шел 4-й по счету. То есть, по идее, у меня было всего лишь, даже 5 минут не было на отдых. Именно, чтобы именно от подхода до того, как начать мотаться. Вот, соответственно, я там насколько мог отдохнул. Вот, мне сказали, типа, ты можешь там же нет, получается, регламентированного времени, то есть выхода на помост, там, на ВРП, например, 2 минуты, да, в продивизионе дается, а так обычно минуты. Вот. И то мне потом сказали, типа, ты что-то долго выходил, типа, в следующий раз выходи быстрее, короче. Короче, сами переобуваются в этом плане. Но... И в итоге, когда я начал мотаться уже на первый подход, я сразу почувствовал, что мне уже, ну, как-то херово становится, одышка прям такая лютая становится. Вот. И там еще подвох был такой, что гриф был толстый. Какие-то там, я даже не знаю, что это за фирма грифов. Там реально прям труба такая конкретная. То есть я вот не мог прям обхватить в касании ее без пальца. И плюс еще когда сам мотаешься, пальцы еще отекают. И штанга, соответственно, нормально не забивается в плечи. И как бы приходилось, получается, больше обеспечивать поддержки руками, чтобы она не укатывалась. И вот впервые вообще за 15 лет моей карьеры спортивной у меня вот как раз плечо-лучевая, брахиалис болели прям дня 3, прям очень люто болели. Я там не согнуть, не разогнуть не мог на руки. Вот. И, короче, на первом подходе у меня словил гипогликемию. То есть сразу затошнило, слабость пошла. Для тех, кто не знает, гипогликемия – это когда сахар в крови падает, уровень сахара. И что при этом тогда чувствует человек в данном случае? Визуально это можно определить, когда, знаешь, там холодный пот, бледные синяки под глазами, губы синеют. То есть, это видно сразу, это прям лютый упадок. То есть, вплоть до потери сознания это может быть. То есть у тебя это было впервые на соревнованиях? Да, на соревнованиях такая фигня впервые была. Но в обычной жизни как бы там между... Не, обычно было что-то похожее по синдромам, но это было из-за того, что тогда шея была защемлена, вот, из-за шеи. Ну а тут вот именно реально была именно гипогликемия, то есть не какая-то невралгия. Вот. Получается, вот 420 у тебя была какая-то? Да. То есть ты уже в этом состоянии был? Ну, уже чувствую, да, что мне начинает накрывать, да. Ну, в итоге присел. Хорошо, вот. Или не очень? В плане глубины? Параллель. Ну, пойдет. Меня больше всего интересовал вопрос на второй подход, такой скачок ты заказал. Ну, потому что огромный скачок. Там было два варианта. Я чувствовал, что я как бы начинаю отходить потихоньку. Вот. И мне нужно было либо идти на 55, пробовать, либо просто отказываться. Просто там была такая фигня, что когда на втором подходе мне ассистенты высоту перепутали. Вот, и получается, из-под меня монолифт не вытащили. Ну, ты сам, да, видел? Сейчас трансляцию. А на третьем подходе уже все, у меня просто ноги в отказ пошли. Я когда начал вниз садиться, чувствую, что просто как в пустоту проваливаюсь, жесткости нет. И сразу, чтобы там ассистенты не ловили, нахрена мне тут надо, знаешь, рисковать здоровье. Встал уже с того положения и на стойке сразу. Надо сказать, что ты сделал четверть присед, с таким весом это тоже достойно уважения. Так. Ты хотя бы поддержал этот вес. Это сумасшедший вес. Как бы твоя спина готова, скажем так, да? Да, все готово. Где-то я прочитал, что там какой-то давали специальный приз за 1000 фунтов в приседаниях. Нет? Не было такого? Не знаю. У них был приз за самый большой жим, за самую большую тягу, за самый большой присед. И считали, получается, в фунтах. $1, австралийский бакс за фунт. Ну, у тебя, получается, была тяга самая большая. Да. То есть тебе еще добавили? 914, да, типа этих австралийских баксов. Австралийских? Да, но это то, что австралийских узнали мы уже после. То есть это нигде об этом не говорится. Там 0,7 примерно от американского доллара. Ровно минус 30% получается. Ну да,
Ну, это большая разница. Прям колоссальная разница. Если у тебя был бы приз бы 100 баксов, а ты получил 70, это одно. Когда, например, там 70,5, да, там, или там, например, за первое место 22 тысячи, то разница колоссальная. Как ты думаешь, сколько ты был готов присесть в тот день? Ну, если бы не было вот этой ситуации с гипогликемией, все было бы нормально. Мне просто, я тоже в этом плане затупил. Как бы организаторы организаторами, знаешь, что там дезинформация и тому подобное. Но я же, в принципе, тоже должен своей башкой думать. Вот. Проверять всё, да? Нет, если получается, я понимал, что я не отдохнул. И понимал, что мне нужно сделать всего лишь 2 подхода. То есть я мог просто этот первый подход пропустить и начать со второго подхода. И тогда было бы все нормально. То есть в этом плане, как бы, с моей стороны косяк был тоже именно по тактике. Первый и пропустить второй. По тактике нет. Я первый уже все, там уже, я же говорю, меня уже накрыло. Это уже поздно. Потому что меня там накрыло уже, и я с этой гипогликемией боролся уже до конца соревнований, и еще весь день после соревнований. Мне херово было. А что-то съел или выпил? Да ничего не съел, не выпил. Нет, для того, чтобы побороть. Ну, сладкое пил, плюс электролиты пил. У меня начало все сводить, все спазмировать начало. Ну, прям лютая хрень была вообще, конечно. Первый раз сейчас такой столкнулся ерундой, было очень тяжело, на самом деле. Не понял, в чем причина, да? До сих пор. Ну, может, еще стрессанул, потому что, ну, представь себе, у тебя гипо, тебе выступать, ты летел, блин, через полпланеты, для тебя это стресс все равно, в конце концов. Стресс, психосоматика, делай, знаешь, свое дело. Ну, ты говоришь, что если бы не было гипогликемии, то ты бы 55... Я думаю, все было бы по плану, абсолютно все бы, скорее всего, было бы. Все, кроме тяги. Но в зале к этому весу ты даже близко не подходил? Нет, я никогда не подхожу к тем весам, которые планирую. Ну, я считаю, это вообще просто безумно. 455. Очень много. Ну да, это немало. Но для моей весовой категории, да, это до хрена. Так ты У прикинуть. тебя живота нету, нечего пружинить. Бинты есть. В них стараюсь опираться. То, что ты наматываешь себя сам, тебе этого хватает? Хватало в Австралии? Ну, в принципе, ну да, нормально. То есть, в принципе, намочек меня Не, ну ты же устаешь все равно сам. Ну вот. Ты вроде говорил, что там даже твоя эта намотка своими руками, она была пожестче, чем у некоторых. Ну, я смотрел, да, как, например, там кого-то мотали. Но я считаю, что у меня была самая жесткая намотка. У тебя? Да, среди всех спортсменов. Стопудово. То есть, хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам. Ну, дело не в том, что сам не сам, просто, ну, люди не привыкли или не знают, либо не понимают, что можно мотаться жестче, и за счет этого тоже, то есть получать сверху прибавку. Но опять же, надо уметь терпеть, надо уметь, чтобы как бы движение не ломалось. Ну, вообще, вот именно такой вес, как у тебя, 105, пускай 105 килограммов, более проблематично в каком движении с таким относительно небольшим весом? У меня сейчас вес, он как бы качественный очень, поэтому вообще нигде не проблематично. То есть у меня нет никакой там лишней отечности, еще чего-то, то есть там везде очень комфортно Например, работать. взять там тягу, в тяге нормально с таким весом? Очень комфортно. В приседаниях? Везде комфортно. Да, зачем мне присидеть живот? Мне комфортно, реально комфортно. Хватает. Вообще прям хорошо себя чувствую. И больше набирать вес не будешь? Но если он будет потихоньку расти, именно хороший вес, ну, как бы просто, знаешь, целенаправленно как бы жрать, там что-то как-то, абы какой вес набирать я не буду. У меня вот в прошлом году был абы какой вес, ну и что, и хрень была полная. Жим лежа? Что с жимом было? Жим лежа, да. Ну а что, я уже там умер после приседа, какой там жим лежа. Ну и пожал, в принципе, столько же, сколько в Америке. Ну, если как бы разница между тем, что я планировал, там, в принципе, небольшая была. Вот. Там была проблема в том, в режиме лежа, ну, то, что спину спазмировало, это полбеды. Я не мог, получается, сжать руку, у меня рука не имела правая. То есть я беру, получается, левую руку берусь нормально, а правую только, получается, указательным, средним и большим пальцем обхватываю, а эти пальцы не сжимались почему-то. Впервые так с такой ерундой Ты столкнулся. был паралимпиец в тот день вообще. Да? Типа того, да. Ничего не работало. Вот такая ситуация была. То есть на первом подходе еще как-то более-менее, а потом пошли подходы, мне стало онеметь. Ну, вот. Ну и спина все время вся у меня это вот так вот просто
Ну, на спазм каком-то лютый подходе, был. наверное, на 240 или на сколько ты там за плечо схватился вроде бы, За грудь. за грудь. Да, потому что она у меня левая рука ушла вот сюда, просто локоть ускакал. И, получается, ловил. Короче, левая рука ловила правую в итоге, та, которая нормально работала. Вот. И из-за того, что локоть резко в сторону ушел, получается, грудная перегрузилась. Я там почувствовал такой прям дискомфорт. Второй подход на 235 такой был, можно сказать, почти впритык. Возможно, на 240 тоже нужно было бы отказаться. Нет, 235 еще был нормально. Вот. А 40 уже этот. Я прям ее вообще, ну, как бы реально даже не держал в руке правой. Она мне вот сюда прям сразу. Из-за того, что не сжимаю, она мне укатывается сюда штангу и все. То есть как вот так. Одна рука нормально держит, другая вот так заворачивается. Был гриф острый на тяге. Вот. Хотя, он, знаешь, как бы я принимал участие, причем как бы в выборе грифа на тягу. Вот. И мне он показалось по насечке самый комфортный. Прямо в день соревнований, Нет, заранее мы выбрали. накануне. Да. Ну вот. И я выбирал там еще из Венгрии был кросс-тренер. Вот. А когда его, видать, почистили, он такой острый стал вообще. Вообще было держать невозможно. Потому что он был новый, абсолютно нулевой, да? Нет, он не новый, он старенький был как раз таки. Может, просто его никогда не чистили, а там просто начистили его так. Я не знаю, но он прям реально был как бы острый. Вот. А вот на разминке, вот он тоже был старенький, но он был комфортный очень. Прям вообще на нем было разминаться приятно. Ну вот. Первый подход 415 ты начинал, как бы это не считал, что это опасный вес для первого подхода? У меня был первый подход заявлен 442,5 вообще. Чего так? Ну, потому что так было по плану. 442. Странно, почему ты не пошел в этот вес? Да потому что уже, когда сразу было понятно, что все пиздец, у меня еще после приседа приводящее заболело вот именно как раз в районе паха. Вот, я когда даже на корточке садился, чувствовал там какой-то дискомфорт. Но потом вроде как бы на разминке так вроде было нормально. Вот. Но когда я понял, что на тягу должны были на помост постелить ковролин, на тяге обязательно ковролин. Вот. Иначе просто принцип мягкого грифа, то есть он теряется. Но его не постелили. Вот. И как бы плюс я еще как бы, чувствовал, что у меня самочувствие говно. То есть я ни энергетики, ничего не пил, потому что иначе я точно пошел бы блевать бы сразу же. Вот. И я пропустил в итоге крайне разминочный подход. То есть я должен был еще подойти 410. Вот. Но не стал подходить и пошел на 415 уже там на помост. И все. То есть вот так было. А расскажи про взаимосвязь гибкого грифа, мягкого с ковролином. Получается мягкий гриф, да, то есть перед тем, как, чтобы ему прогнуться, то есть получается, вот у нас исходно, да, прямая, то есть когда, получается, он прогибается, точки должны сблизиться, соответственно, для прогиба. Соответственно, диски должны проскользить. А если помост резиновый, из-за сцепления помост диски не проскальзывают, гриф не прогибается. То есть он будет прогибаться уже после срыва. Ну вот, и поэтому должен быть обязательно ковролиновый помост. Интересно, не знал об этом раньше. Не думал. Ну вот. В зале дома беговки ты тянул сколько максимально? 30 на жестком. 430. Но я имею в виду вот в течение этой подготовки. Да, дважды ходил на 30, вообще, то есть уверенно, нормально. Опасно. Очень опасно. 35, то есть ты шагнул плюс 20 после первого подхода. Можно было меньше немножко добавить. А смысла не было. То есть либо пал, либо пропал. Я там уже понимал, у меня просто вот, если тут видно, сразу стал рваться, и я почувствовал. Вот, и я попросил забить гриф магнезией, а мне отказали. Сказали, у нас нельзя так делать. Вот в чем прикол. То есть, чтобы немножко убрать эффект этого. Да, острой насечки. чтобы остроты убрать эффект. Сказали, у нас так нельзя делать. И все.
Not in this country. В следующем году, если тебя пригласят, ты поедешь? Маловероятно. Маловероятно. Там же еще всяких куча всплыло. Что именно? Ну, мы с тобой уже обсуждали то, что они мне отказались, получается, оплачивать всю поездку. Вот. И типа, знаешь, мне подкинули подработку, типа, давай мы тебе семинар организуем, соберем кучу народу. Ни хрена народ не собрали. И в итоге этим семинаром ни хрена себе ничего не отбил. Вот. Хотя это еще выводящего не повез, что визу он не получил. Вот. Ну, короче, такие вот эти моменты, куча моментов неприятных на самом деле. У тебя еще есть время немножечко придержать форму и выступить в декабре на прекрасном турнире под названием «Чемпионат мира в РПФ». Честно говоря, у меня пока в голове это вот сидит фигня, что надо все-таки реализовать. Ну, сколько раз этим моментом занимался, знаешь, что, блядь, хреново выступил, надо типа реализоваться. И было еще хуже в итоге. Поэтому если идти, например, на ВРПФ, да, идти выступать, то есть нужно, опять же, то есть осознанно, то есть понимать, что опять все может быть так же, как и обычно. То есть проблемы могут быть с помостом, проблемы с лавкой жимовой. Вот. И как бы, ну, и поэтому, как бы, раз ты уже заранее знаешь, на что идешь, тогда и хули уже выебываться, если ты опять с этим столкнешься.